В этом видеоролике я поделюсь с вами своими впечатлениями от концерта, наверное, самого известного рыжего человека, Эда Ширана. Я даже кавер на его песню делал однажды, если интересно, можете послушать после этого видеоролика. У меня была отличная возможность побыть на его концерте в Сан-Франциско. Точнее сказать, билеты на концерт были куплены за полгода до сеанса. Но день начался не с этого. Первым делом — океан. Я посетил побережье Тихого океана, волны, шумящие на фоне. Красота, да и только. Это место называется Сутру-Бас, ванны Сутру. В 19 веке здесь был публичный бассейн с соленой водой, который люди посещали, чтобы поплавать. Но в 1966 году здание сгорело и было разрушено. Точнее, оно было сожжено для страхового мошенничества. Сейчас же здесь остались только руины, фундамент. Но это очень интересное место, чтобы посетить и сделать несколько фотографий. Додо. Как это он называется? Додо. Также там есть какой-то грот, где можно пройти и замарать ботинки. Прикольно, вода шумит. Ух ты! Да-да-да, это я... Нет, я ходил вот тут, вместо того, чтобы прийти заранее и встретиться с Эдом Шираном. Кто ж знал, что он будет ходить в толпу людей и петь среди них перед концертом? Кто знал? Я не знал. Ты знал? Я не знал. Все. Ну, в принципе, тут тоже красиво. Это, кстати, что это? Ну-ка, Википедия. Это дворец изящных искусств, The Palace of Fine Arts, построенный в 1915 году. Самое высокое здание, которое вот по центру. На этой фотографии я в нем, высотой в 49 метров. Ну ничего себе беседка, нормально так. Но стадион, на котором выступает Эд Ширан, больше. И, кстати говоря, я тут заглянул в Википедию. Оказывается, этот концерт, на котором я был, он поставил рекорд по числу участников. 80 тысяч человек было на этом стадионе, включая меня. То есть я поучаствовал в том, чтобы поставить этот рекорд. То есть это, получается, я поставил рекорд. Ну нет, на самом деле не я просто поучаствовал. Но все равно звучит круто, согласитесь. Концерт начался в 8 часов, но он начался не с выступления Эда Ширана, а с выступления других артистов, которые были у него на разогреве. Мэйси Питерс, я, честно говоря, ранее не слышал, но мне понравилось. А также был еще один исполнитель Раз, у которого точно есть одна вирусная песня, которую я знал. А также он далее выступал совместно с Эдом Шираном в концерте, то есть у них фит есть. Вау! Вот это вот вирусная, короче. Я его слышал, вот это точно, это в ТикТоке где-то было, да. Это было. И тут начинается обратный отсчет. Вся толпа считает одновременно, это, конечно, что-то с чем-то. Очень крутое ощущение. Пара интересных вещей об этом концерте. Первое — это то, что поскольку это живой звук, в основном исполнялись акустические версии песен, а также тот факт, что Эд Ширан использовал секвенсор для более сложных композиций. И он даже показал, как это делается. Это было довольно интересно. The way that it works is you press record like this, and then when you press play, it plays back. You can add layers like this, add a layer on top like this, and boom. Под конец концерта он на бис исполнил свои самые главные хиты, такие как Shape of You, а также Bad Habits, на который я делал кавер. И самое обидное то, что рядом со мной сидели несколько человек или группа, компания людей, которые выпивали на концерте. Я не понимаю, как они это делали, потому что одна бутылка пива стоила $20-25, и они выпивали по 4-5 бутылок. И они в конце концерта, когда, казалось бы, ну все сворачивается, но потом артист снова выходит на сцену на бис, чтобы исполнить свои главные хиты, они уже развернулись и ушли, потому что они не понимали, что сейчас будет. Или, не знаю, я не понимаю, как так? Во-первых,
пипец как дорого, но их заскамили как мамонтов. Я не знаю, так люди сейчас говорят еще, нет? Во-вторых, ну они пропустили свою возможность, они не услышали эти хиты вживую, я не понимаю, как это возможно. А здесь я кое-как успел достать камеру и немного подзаписать, как он идет по этому коридорчику. Если бы я был в толпе людей, я бы мог подойти поближе, конечно же, но я был на верхних местах. Небольшой автоп, я нашел в Walmart такие вот процессоры Ryzen 3 за $30. Я их скупил, потом перепродал по оригинальной цене, и в итоге концерт получился, ну, почти что бесплатным.